Здравствуйте, меня зовут Александр Щепетков. Я родился и вырос в Перми, работаю индивидуальным гидом по городу и краю. Я хочу познакомить вас с частью своей авторской экскурсии «Пермь советская». Почему Пермь советская? Потому что город активно рос и развивался именно во времена СССР. Я не хочу давать оценку этому периоду нашей истории, но считаю, что игнорировать его тоже неверно. Советский поэт Владимир Маяковский писал о городе-саде. Между тем, это не столько поэтический образ, сколько градостроительная концепция того времени, которая воплотилась здесь, в 20-х годах прошлого века. Это рабочий поселок, первый благоустроенный квартал города. Отсюда началась современная индустриальная и социальная Пермь. 8 типовых трехэтажных домов из красного кирпича были первыми в городе, которые имели централизованное водоснабжение и канализацию. В подвалах находились котельные, мастерские, склады, а на чердаках находились сушильни для белья. Внутри квартала был разбит яблоневый сад, работал фонтан, летняя сцена, а на площадках играли дети. Также был построен механический техникум с классами для образования рабочих и общежитиями. И дом специалистов, по сути, первое комфортабельное здание города Перми, в котором централизованно устанавливались ванны и подавалось горячее водоснабжение. Были построены гостиница, больница, поликлиника, и все это было решено в особом советском архитектурном стиле, в моем любимом конструктивизме. Продолжением рабочего поселка стала фабрика-кухня, в которой находились столовые для рабочих, учащихся, ИТР, диетическая столовая, кондитерский цех и фабрика по производству мясных и рыбных полуфабрикатов. Вот так и появился в Перми первый комплексный микрорайон с организованной инфраструктурой, объектами питания, здравоохранения и образования. Позже город будет застроен сотнями блочных и панельных домов, появятся новые бульвары, улицы, кварталы, но это уже другая история.